Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге и семейных путешествиях. В этом ролике мы расскажем, где мы пропадали эти полгода с момента выхода последнего ролика. Расскажем, что произошло, ответим на самые популярные вопросы, которые возникают в комментариях. Ну и поведаем о наших дальнейших планах и какие ролики вас ждут впереди. Готовится много контента. Мы наконец-то вернулись на YouTube. Приятного просмотра! Для начала хотелось бы обсудить, почему долго не выходили ролики. Ну, с этим связано несколько причин. Одна из них – это, естественно, постоянно растущий ребенок, который требует много внимания. Мы постоянно работаем, я об этом неоднократно говорил. Кристина работает на университете нутрициологии в США. Более того, во время беременности и даже первые полгода после родов она работала все это время на двух работах: на университет в США и в России по нутрициологии. Плюс вела клиентов онлайн. Можно сказать, постоянно, знаете, с ребенком, с младенцем на руках. Я тоже постоянно работал, у меня клиенты онлайн по всему миру. И также я тренирую здесь, в Палермо Чико, в тренажерном зале. Собственно, приглашаю на тренировки. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо, даже здесь, в этом зале. И, кстати, вы даже можете увидеть в 5-й серии влога из Аргентины, где у Кристины роды, во время схваток прям ей звонят с работы. Ну, конечно же. Кристине с работы звонят. Также у нас здесь нет на постоянной основе ни нянь, ни бабушек. Да, моя мама и Кристина прилетала к нам на месяц, они нам помогли. Ну, а разных помощников мы пробовали, но они постоянно куда-то отваливаются, и поэтому мы все еще одни. Собственно, мы сами пытаемся воспитывать ребенка, вдвоем постоянно, как я уже сказал, работаем, тренируемся в тренажерном зале, еще находим время на путешествия по Аргентине, параллельно снимая контент для вас. Ну и в свободное время, чаще всего это просто ночью, я монтирую ролики на YouTube. И вот так в попытке успеть за всем сразу очень быстро выгораешь. Так случилось и у меня. Но не поймите неправильно, нам с Кристиной очень понравилось родительство, мы кайфуем от Добрыни, от всего этого времени, от провождения с ним, но это отнимает очень много времени, это просто как факт. И знаете, не хочется еще быть таким родителем, который постоянно там в телефоне, в ноутбуке, на работе где-то пропадает. Когда к нам, например, приезжали наши родители, я реально сам ощутил, как я потерял вот это время с ребенком, было очень сильно жалко. Я просто помню, как мама приехала, потом я просто ушел в работу, выпустил несколько роликов, и потом мама уехала, и я понял, что ребенок уже другой за этот месяц, но я его как бы не видел, но это реально очень грустно. Собственно, было принято решение взять отдых от YouTube, потому что понятно, что от семьи и ребенка я уже, видимо, не смогу взять отдых. В тренажерном зале я уже тренируюсь 18 лет, поэтому отдых тоже уже не получится взять. Ну и тренажерный зал — это то, что сейчас приносит деньги, чтобы не оказаться на улице, тем более с постоянно растущей инфляцией в Аргентине. YouTube пока таких денег не приносит. Кстати, вы можете этому поспособствовать. На YouTube есть функция «Супер спасибо», помощи, где можно оставлять чаевые. Бусти, Патреона пока нет, но пишите в комментариях, я заведу, если надо. А пока можно поддержать выходы новых серий на YouTube. Тем не менее, у меня снято очень много роликов об Аргентине, даже уже написан сценарий к некоторым. Я также параллельно монтирую ролики из путешествий по всей Латинской Америке. Мы продолжаем путешествовать. Также еще в планах есть выход серии по жизни нашей в США. Я знаю, многие на канале вообще ждут именно эту серию роликов. Собственно, ролик «Кто я» на канале — это превьюшка до него, то есть моя жизнь до того, как я уехал в Америку. Также я еще хочу снимать ролики по тренировкам, и в связи с этим есть очень даже большой план, о котором я поведаю позже. На все это надо очень много времени, поэтому, видимо, мне все-таки придется прибегнуть к помощи монтажера. Если вы или ваши друзья могут с этим помочь, то обращайтесь, пишите в Инстаграм, ссылка будет внизу под роликом. Долго не хотелось прибегать к помощи монтажера, потому что хочется в роликах, знаете, как бы свою такую душу оставить. Я монтирую, все делаю сам, то есть запись закадрового звука, там субтитры, обложка, сам монтаж. И это не просто закидывание нарезанных подряд видео, то есть у меня там музыка, какие-то эффекты и так далее. И те, кто смотрит меня давно, может увидеть, как с каждым роликом реально растет качество монтажа. Собственно, даже сейчас я готов отдать монтажеру только ролики, которые не нуждаются настолько именно в моем монтаже, в моем видении. Ну и последний момент. Чтобы уделять YouTube больше времени, он приносил деньги, в роликах так или иначе будет появляться какая-то реклама, но я могу сразу сказать, что ко мне уже много кто обращался за рекламой, я буду отслеживать ее качество, и в роликах будет появляться только та реклама, которую я сам реально проверил на себе, и только качественные товары и услуги.
Самые частые вопросы, которые прилетают в комментариях, это где мы сейчас живем, что мы делаем и какие вообще дела с нашими документами, с нашим гражданством. Мы живем в Буэнос-Айресе, постоянно здесь, никуда не улетали в Россию, там только в Рио была небольшая поездка, и это следующий ролик, который выйдет на канале, он уже загружен, уже на ютубе, просто сейчас проходят последние проверки. Мы уже очень полюбили Аргентину, нам нравится здесь жить, за исключением некоторых моментов, конечно, и минусов, которые есть в каждой стране. Собственно, об этом мы расскажем скоро в новом ролике «2 года жизни в Аргентине». Первый ролик «Год жизни в Аргентине» классно залетел, там больше 20 тысяч просмотров, 1000 лайков, сотни комментариев. Люди там пишут, их разрывает, аргентинцев, русских. Собственно, в новом ролике мы ответим на те комментарии, которые были заданы под тем роликом, и расскажем наши новые ощущения от жизни здесь. Но так как мы с Кристиной все-таки по натуре такие путешественники, у нас изначально, когда мы с ней познакомились в Америке, да, мы, кстати, с Кристиной в Америке познакомились, у нас был такой план пожить в разных странах. И на новую страну мы закладываем около 4 лет. Я не знаю, поедем ли мы куда-то еще после Аргентины, останемся здесь на всю жизнь, может быть, вернемся в Россию, может быть, вернемся в США или поедем в новую для нас страну. Пока неизвестно, но здесь мы вот живем 2 года скоро будет. Если мы закладываем 4, то я думаю, год-два точно мы здесь еще проведем, ну а дальше уже будет видно. По гражданству мы еще ждем, но мы подали наши дела на гражданство только после 1-го года жизни здесь, то есть не сразу, как все делают после рождения ребенка, а спокойно собрали документы, мы это делаем сами, без адвокатов, никуда не торопимся, мы приехали пожить. Прошел год, мы подали, плюс, естественно, с постоянной работой не всегда получалось приехать, как-то продвигать дело, поэтому оно шло не быстро, но мы уже, так скажем, на завершающей стадии. У меня 10-й суд, у Кристины 1-й. Обо всем подробнее я расскажу в отдельном ролике о гражданстве. Когда мы получим гражданство уже, то выйдет отдельный ролик, где я от начала до конца расскажу весь наш путь, все, что случилось, с опытами других судов, других людей. Будет такой полноценный полезный ролик, поэтому на этом сейчас останавливаться не буду. Потому что пока не вышло, у меня отснято несколько серий из Аргентины. Я хочу снять большой ролик о жизни в Буэнос-Айресе, в принципе, рассказать об этом городе, его хороших сторонах, так и плохих. Также у нас сняты ролики из поездок. Вот Рио скоро выйдет, отсняты Пуэрто-Мадрин, Эль-Чальтен, Эль-Калафате. И скоро мы поедем еще в новые поездки. Ну и спасибо, что досмотрели до конца, больше не задерживаю. Это был такой небольшой ролик-превьюшка перед новыми роликами о моем возвращении на YouTube. Всем йоу, чуваки, и до скорого! You know the Muffin Man.